Всем привет-привет, мои дорогие и любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня пришло время для нашего очередного расклада, вернее, очередной серии нашего мега популярного сериала «Что происходит в его жизни прямо сейчас». И использовать я сегодня буду Таро Евы. И посмотрим, что же там происходит в жизни вашего мужчины, что меняется, какими энергиями сейчас он окружен, что сейчас у него в отношении вас. В общем, все как всегда. Благодарю вас, мои дорогие, за донаты. Каждому низкий поклон. Дай Бог вам миллион раз больше. Благословение от Вселенной. Моим спонсорам отдельная благодарность. Большое спасибо за ваши комментарии, за лайки, за подписки, за все способы поддержки моей работы. Очень нежно всех люблю. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Как всегда, дно колоды вначале смотрим. Ну, что можно сказать? Аркан Отшельник. Мужчина ушел в себя. Мужчина хочет уединения. Многие из ваших мужчин сейчас могут чувствовать себя одиноко, но также многим из них просто необходим период для того, чтобы побыть с самим собой. Здесь вот так. Еще, конечно, вполне возможно, у кого-то из ваших мужчин возникают сейчас мысли о том, чтобы открыть свое предприятие, да, девочки, а для некоторых из ваших мужчин именно так. Он может думать или о бизнесе, который у него сейчас существует, или же у него возникают мысли о том, что можно и нужно, возможно, открыть свое дело. Но в первую очередь, конечно же, здесь речь идет о том, что мужчина отдалился, уединился, и ему необходимо это уединение, побыть с собой. Давайте теперь смотреть, как мужчину нам покажут. Ух ты, да ваш мужчина настоящий дьявол. Да, у нас все эти дни до этого выходила такая информация о нем, что это манипулятор, это человек, который может всякие козни придумывать и строить их вам, да и вообще людям. Когда ему что-то надо, он не мытьем, так катанием будет своего добиваться, однозначно. Вот здесь такой человек. Что за человек, как он сейчас себя проявляет? Кстати, смотрите, это можете быть вы. Здесь, конечно, может быть собирательный образ женщины вообще, но в частности это вы, потому что первый аркан в первом ряду и вообще первый ряд это ваша энергетика здесь идет. Он может с вами обращаться вот таким образом. Но только зря он так с этой девушкой, она тоже здесь не лыком шита. Она препарирует птичку, посмотрите. В общем, знаете, не все его манипуляции на эту девушку действуют. Далеко не все манипуляции. Но он все-таки пытается ее к себе привлечь. Она, кстати, смотрит вперед. Она даже не оглядывается на него. Она, возможно, даже и не видит, что позади нее сидит он и пытается что-то тут, некие какие-то вещи ее подчинить своей воле, возможно, да, или заколдовать ее. Она смотрит вперед, у нее открытая улыбка, она общается с кем-то, она думает о своих делах, ну, в общем, как-то так. А он позади нее, посмотрите, что с ним там творится. Вот такой вот ваш мужчина. Сейчас его таким показывают. Что уходит из его жизни? И что, наоборот, вступает в свои права? Кстати, может быть и собирательный образ. Здесь вполне возможно, ваш мужчина таким образом ведет себя с женщинами вообще по жизни. Возможно, не только с вами это было или будет. Что уходит, что приходит. Но знаете как, сейчас не самый благоприятный период в его финансовой сфере. То есть раньше было лучше, скажем так. И он сейчас понимает, что произошло ухудшение, и ему как-то этот вопрос нужно решать. И что происходит в его жизни прямо сейчас? Ну вот непонятность какая-то. Ощущение того, что он не знает, куда дальше двигаться и что будет дальше. Нет уверенности в завтрашнем дне. Есть очень много страхов сейчас у мужчины, сомнений всевозможных. И самое главное, он очень плохо видит перспективу, не понимает, куда дальше двигаться. И это может касаться как его эмоциональной сферы, так и работы, так и любой другой сферы жизни. У кого-то, возможно, по здоровью это тоже отыгрывается. Что мужчину волнует сейчас? Он на кого-то обижен, получил сложный опыт, считает, что судьба может быть к нему несправедлива, люди могут поступать с ним не так, как ему хотелось бы, хоть он сам по себе и дьявол, конечно, и умеет, где надо подмазаться и понравиться, и получить то, что ему нужно от человека, от другого, но кто-то обидел его, и вполне возможно, это женщина. Женщина, видите, у нас здесь за этой решеточкой находится.
И он сейчас эти обиды и этот опыт сложный, который у него был, он его сейчас волнует. Еще его может волновать, конечно, может быть, вы скажете, совесть ему вообще не присуща, угрызение совести, но здесь может и такое быть. Он может осознавать, что сделал нечто не очень хорошее в отношении женщины, и она может сейчас обижаться, она может сейчас от него закрыться или, ну, в общем, некие такие неприятные минуты переживать в связи с его поступками, его действиями. Это его волнует. Что этот мужчина скрывает от вас? Он или хочет вам сделать подарок, или, может быть, уже даже планирует, или сюрприз какой-то, и он это от вас скрывает. Будем надеяться, что это хороший сюрприз. Да, давайте будем надеяться, чтобы не было неприятных сюрпризов, но некий сюрприз, как подарок от всего сердца этот мужчина хотел бы вам сделать. Он сейчас это скрывает. Еще он скрывает, если вы с ним в расставании или у вас сейчас некое такое отдаление с ним произошло, он скрывает, что ему очень не хватает вашего душевного тепла, ваших ресурсов, которыми вы его всегда щедро одаривали. Вот это он скрывает. Что он хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит. Он думает, что вы расстроены, что вы разочарованы, что, возможно, вы даже и отношения с ним продолжать не хотите. Потому что, ну, это какая-то череда разочарований у вас. Я вижу так. И он это понимает. Он понимает, что не оправдал вашего высокого доверия, да и вообще много чего такого произошло в ваших отношениях, что заставило вас чувствовать себя таким образом. Он хотел бы сказать, что осознает это. Да что ж такое? И вчера в раскладе так выходило, что к нему некое осознание приходит. Неужели наш мужчина наконец-то одумается когда-то и начнет действительно, наконец-то станет человеком? Это он хотел бы вам сказать. Он хотел бы сказать, если я тебя действительно разочаровал, расстроил, я сожалею, но я ничего поделать не могу. Мысли есть о вас? Если да, то какие? Да, конечно, есть. Мысли есть. Ангел вы его, любовь вы его, мысли о вас исключите. Вот это да, у нас мысли сегодня. Но я вам точно абсолютно могу сказать, что этот мужчина на сегодняшнем раскладе, который у нас присутствует, у него однозначное чувство к вам. Так редко это выходит, и так редко приходится говорить о том, что мужчина любит вас. Но вот для подавляющего большинства из вас, сегодняшних зрителей, здесь у мужчины очень серьезные, очень глубокие чувства к вам. И он думает о вас сейчас именно с этими чувствами. Я даже не буду сейчас вытаскивать никакие арканы на эмоции, потому что здесь очень красивый, яркий, жаркий, прекрасный, нежный букет эмоций и мыслей о вас. Вы лучшее, вы сокровище. Лучше вас нет никого на белом свете. И здесь, девочки, не важно, кстати, что у вас сейчас в отношениях с ним происходит. Даже отпетый нарцисс, который женщину обесценивает, и отношения обесценивает по своим же причинам, своих же проблем психического характера. Но в душе он все равно перед ней преклоняется и понимает, что она лучшая. Вот здесь ситуация именно такая. Сегодня красивые вышли карты, и на мысли не буду ничего спрашивать об эмоциях, здесь все понятно об эмоциях. Здесь мужчина с головой просто не совсем у нас дружит. А все в вашу сторону, конечно, прекрасное вышло. Говорит ли с кем-то о вас? Если да, то что? Может говорить. И знаете, с кем он может говорить? Здесь или же человек, с которым у него женщина, здесь больше идет женщина, у него есть некая связь, отношения, не имеется в виду любовного характера, здесь не обязательно любовного характера. Хотя, конечно, для части из вас, если у мужчины, у вашего есть, к сожалению, любовница, то он может с любовницей о вас говорить. Но может быть и так, что это не обязательно любовного характера отношения, а как-то у него эти отношения не на виду. Он не очень-то показывает свою связь, дружбу, возможно, с этой женщиной. Вот с ней он может о вас говорить. Еще этот мужчина может говорить о вас с психологом, с тем же тарологом. Уж не знаю, к кому он обращается, с магом, возможно. Со специалистом, который работает с энергиями и вообще с психологией отношений. Он может вас с кем-то таким обсуждать. Ваши отношения. Следит ли за вами, наблюдает ли, интересует ли его ваша жизнь? Ну, конечно. Здесь 100%.
Однозначно. И причем он, если вы расстались, он очень ревнует, да и в любом случае, он очень вас ревнует. Он, кстати, может это скрывать, он может не показывать всю силу своей ревности, но его прям всего трясет, когда он думает о том, что у вас кто-то может появиться, и когда он получает о вас информацию или находит некие источники информации о вас, он просто боится, что он что-то такое узнает. Наблюдает однозначно. Для подавляющего большинства из вас, да. Как у него атмосфера дома, если вы живете в разных домах, как у него настроение, атмосфера дома? Да, что-то как-то не очень. Настроения нет, поникший мужчина. И если здесь случилось у вас расставание с ним, то еще из-за этого у него такое состояние. Если он первый вышел из отношений, то значит сожалеет сейчас об этом, и тоска, печаль на душе. Настроения нет. Как-то все печально, сплошное разочарование. Дома не очень-то сейчас у него обстановка. И давайте-ка сейчас спросим, когда проснулся, вчера, сегодня, завтра, первая мысль о вас была? Вечером думал ли о вас? В течение дня? Ну, тут, девочки, информация сегодня для тех, кто расстался, или же для тех еще, или для тех, у кого мужчина никак не может выйти с вами на новый уровень в отношениях. Вот он тоже это все в голове своей прокручивал в течение всего дня. Утром проснулся, да, были мысли о вас, но он думал о том, что вы в любой момент в лодочку сядете и укатите куда-то к другим берегам. Если вы уже расстались, то значит он может думать о том, что вы уже укатили в этой лодочке далеко. Что вы как-то, вы уже повернуты спиной, вы отвернуты от него. Вы стоите к нему спиной, немножко вроде как оглянулись, посмотрели. Вот об этом он думал, что вы можете ускользнуть из его жизни. Вечером очень много было мыслей о том, о вашей роли в его жизни, во-первых. А во-вторых, если вы расстались с ним, то значит о самом расставании были мысли. И знаете, что вы вот как призрак реально рядом с ним. Он вас чувствует и постоянно о вас думает, вы все время в его голове. Ну, в общем, как-то так. Тянет очень сильно этого мужчину к вам. Отношения с вами, проблемы, которые возникли, и вообще вот все, что происходило с вами, настолько важное событие в его жизни, что это сподвигло его даже, возможно, заинтересоваться той же работой с энергиями, заинтересоваться психологией, заинтересоваться, возможно, НЛП. То есть мужчина стал интересоваться какими-то такими вещами глубокими и интересными, касаемо человеческой психологии, энергии. Вот здесь для многих из ваших мужчин так. Теперь переходим к вопросам для тех, у кого, к сожалению, но случилось расставание. Не знаю, возможно, для кого-то из вас, к счастью, но вот вы в расставании. Хотел бы он вас вернуть, этот мужчина? Однозначно. Однозначно. Мало того, что вы лучшая, тут еще и вас, кстати, вам нужно знать, что этого мужчину вас цепляет ваша самодостаточность. Когда вы не вешаетесь ему на шею, когда вы не показываете ему всеми своими действиями, всеми своими словами, что вы растворяетесь в нем полностью, что он ваш единственный неповторимый. Ваша независимость ему нравится. Когда вы заняты собой, когда вы уделяете время своей внешности, своей карьере, своему продвижению социальному, вот это очень его в вас цепляет. Это просто как комментарий здесь идет. Хотел бы вас вернуть? Конечно, хотел бы. Абсолютно точно. Можно ли ожидать действий от него в ближайшее время? Да и действий можно ожидать. Причем по королю чаш. Но имейте в виду, что король чаш это, конечно, замечательно. Он может и шаг первый сделать, и как-то проявить себя мягко, приятно. Но стопроцентного доверия королю чаш нет точно. Потому что это такой товарищ, очень переменчивый. Как ветер мая. Вы королева Пентаклей, а он король чаш. Королева Пентаклей это женщина конкретная, земная, надежная. А вот король чаш как мотылек. И куда его ветер понесет, неизвестно. Так что просто имейте это в виду. Держите ухо востро. Но проявиться может, конечно, потому что есть эмоции, есть мысли о вас. Кто-то из ваших мужчин может вас рисовать даже, если умеет это делать. Понимаю, что, возможно, кто-то рисует точка-точка, огуречек, вот и вышел человечек. Но у кого-то есть художественный талант. Может быть, он рисует в своей голове картины отношений, всяких сцен интересных с вами. Вот так.
Ждет ли от вас первого шага этот человек? Весьма сомнительно. Но и даже думает, что если вы и сделаете первый шаг, то какой он будет? Может, ему таких тумаков надаете. Смотрите, какая здесь девушка. Ух, какая сильная. Борчиха прям. Ей точно пальцы в рот не клади. Она может отбиться даже вон от многих мужиков, ее окруживших. Но здесь речь о том, что сомнения у него есть по этому поводу. Сделайте, не сделайте первый шаг. А даже если и сделаете, может быть, он будет каким-то грубым, резким. Это не совсем его порадует. Ну вот что-то в этом плане. Ну, давайте спросим, а вам стоит сделать первый шаг? Редко задаю этот вопрос, но сейчас спрошу. Стоит сделать первый шаг, если очень хочется? Здесь нет. Здесь лучше сдержаться. Не стоит. Не стоит. Сделает он сам первый шаг. Он должен сделать первый шаг, и вам делать этого абсолютно незачем. Побудьте жадюгой, смотрите, как он держит денежки. При себе никому не дает. Нет. Будет ответ нет. Лучше сдержаться. Если уже появился, вчера, сегодня, завтра. Явился уже этот товарищ. Искренняя энергия или как? Холодно на душе, тоскливо стало. И как-то он слишком много о вас думать стал. А еще стал делать выводы. Действительно, стал делать выводы из того, что между вами было. И какие это выводы? Какие это выводы? Ну, он хочет все забыть, он хочет все распри, которые у вас были, скандалы, выяснение отношений, недопонимания, которые между вами были, прям такие яркие. Смотрите, как вы друг другу что-то доказываете. Он очень много об этом думал и пришел к выводу о том, что пора мириться, пора уже забывать то, что было нехорошее, и начинать все с чистого листа. Здесь искренняя энергия, с которыми мужчина появился. Кто-то, конечно, из ваших мужчин, наоборот, хотел бы с вами что-то довыяснить, прояснить, но все-таки помириться и начать все с чистого листа. В любом случае. Так что можно сказать искренняя энергия. А если вы решите сейчас выйти из отношений? Его реакция. Расстроится. Не понравится ему это. Мягко говоря. Прям разочарование, расстройство такое. Будет очень опечален, если вы это сделаете. Опечален. Уж не знаю, там скандал, не скандал. Здесь не похоже на скандал. Здесь просто показывает, что человек в печали будет, если вы это решите сделать. Что печалиться? Возвращать надо женщину. Не давать ей уходить. А просто печалиться, стоять, смотреть на грустный такой серый океан. Это тоже не выход. Вообще никак. Как он считает, вы к нему относитесь сейчас? Что вы к нему чувствуете? О, ну он считает, что он очень вам нужен. Если он ваш муж, ну вот значит муж. Он считает, вернее думает, что вы его считаете своей семьей, своим главным мужчиной. Прям вот, не знаю, отцом своих детей, возможно, мечтаете его сделать, или он таковым является. Что вы считаете его своей семьей, даже если вы не замужем за ним. Здесь у него такой сегодня достаточно самоуверенный у нас мужчина. В этот раз пришел. Ну, возможно, так и есть. Если предстоит какая-то дата, с которой он должен бы вас как будто поздравить, но вы в расставании, он собирается вас поздравить? Да, собирается. И, кстати, как раз по поводу. Именно по поводу. А какова вероятность, что он все-таки вас поздравит? И вероятность большая того, что поздравит. Для очень многих из вас мужчина может вас поздравить. Да, девочки, если мужчина вас поздравит, знайте, что он вас любит. Вот этот мужчина точно любит, тот, который поздравит. Который не поздравит, тоже может иметь к вам чувства, но что-то ему может помешать. Но для очень-очень многих из вас очень большая вероятность того, что он поздравит, именно по причине чувств присутствия. Ну, что вот вы его, вы пара с ним. Любовь. Если поздравит, значит, девчонки, тест прошел, любит. Но если не поздравит, редиска, значит, человек. Как вам лучше сейчас себя вести с этим человеком? А чувствуете свою силу вообще? Не раскисайте и не стелитесь перед ним прям ковриком под его ногами. Знайте себе цену. И знаете, что никто лучше вас, этого человека, льва, вернее, позади вас стоящего, с его ледяным сердцем. У него может быть, конечно, и горячее сердце, но он себя может демонстрировать настоящим айсбергом, ледяной глыбой. Только вы умеете его укротить и растопить его ледяное сердце. Поэтому будьте уверены в себе.
Здесь никаких сомнений быть не должно, и не должно быть поведения того самого коврика под его ногами, как я сейчас вам обозначила. Кстати, я не спросила, а если предстоит дата, с которой вам нужно его поздравить? Но вы в расставании. Стоит ли это сделать? Очень многим из вас захочется это сделать, но знаете, тут реакция мужчины может быть непредсказуема. Вы можете, конечно, его поздравить, но меня предупреждают о том, что если вы готовы реакцию холодную со стороны этого мужчины получить, что для многих из вас будет так, то, ну что ж, никто вам запретить этого не может, просто будьте готовы к тому, что его реакция может быть не такой, что он обрадуется и скажет: люблю, не могу без тебя жить, давай мириться и будем вместе. Здесь может быть другая реакция, холодная и такая, которая может вас обидеть или оттолкнуть. Ну вот что-то такое в этом плане. Не для всех, конечно. Дай бог, чтобы для кого-то мужчина хорошо себя повел и хорошо отреагировал. Но просто если вы готовы к этому, то, конечно, можно поздравить. Если не готовы, то подумайте, подумайте. Значит, подготовьтесь, если есть огромное желание, но есть вероятность такой реакции мужчины. Значит, просто надо психологически подготовиться. Да, но здесь, знаете, как идет? Здесь, если это ваш муж, и у вас есть общие дети, допустим, и вы переживаете, страдаете, у вас что-то с ним сейчас разладилось, в принципе, поздравить здесь можно. Уже как отреагирует, это его личное дело. На это ему, так сказать, зачтется. Посмотрите, решайте, девочки. Так, ну что? Еще, какие планы у этого мужчины сейчас на вас? Какие планы? Есть ли вообще какие-то планы? Ну, конечно, есть планы. Рыцарь чаш, шестерка чаш. А если расстались, есть планы с вами помириться. И причем проявиться очень мягко, эмоционально, так приятно к вам. Очень много думает о вашем прошлом, вспоминает прекрасные моменты, которые у вас были в прошлом. Этот мужчина испытывает к вам чистые и красивые эмоции, очень искренние, каким бы он ни был. Манипулятором и дьяволом, все это мы с вами посмотрели, но эмоции это чистые, эмоции это очень теплые. Так что какие планы? В общем-то, быть с вами планы. Мириться, если расстались. Если не расстались, то значит проявиться как-то к вам более тепло, более искренне. Был бы толк только от этого, конечно. Будем надеяться, что будет толк. Так, ну хорошо, если я что-то упустила, не обессудьте, пожалуйста, значит, спрошу в следующий раз. Теперь будет вопрос для тех, у кого есть соперница. Девочки, только для тех, у кого на 100% есть соперница. Если ее нет или вы только подозреваете, выключайте расклад. Это заключительный вопрос расклада. Что у него с соперницей? Угу. Но она ему здесь ультиматум какой-то поставила или поставит в ближайшее время. Что если он не расстанется с другой женщиной, с королевой чаш, с которым у него история, то она просто сама, вот ваша соперница, она может собрать свой чемоданчик и уйти. Ну, я не знаю, конечно, как отреагирует ваш мужчина. Давайте приблизительную реакцию вашего мужчины на ее уход. Ну, как-то, знаете, он решит, как ушла, так и вернется обратно. Тут такой мужчина, сильно не парится этим. Но смысл в том, что она ему ставит ультиматум. Или я, или она. Она знает, что у него есть другая женщина, и она прям требует от него практически в ультимативной форме, чтобы он с ней расстался. Вот, так что ситуация там сейчас такая. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду, как всегда, вам очень благодарна за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы, кто еще не подписан. Знаю, что очень многие смотрят без подписки. Если хотите получать уведомления о моих новых видео, нажимайте, пожалуйста, на колокольчик рядом с кнопочкой подписки. Всех целую, люблю, желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всего вам доброго, всех благ, до свидания.